Израиль жестко поставил Турцию на место. Ночью его авиация разбомбила военную базу под Алеппо в 50 километрах от турецкой границы и в 350 километрах от своей. Официальное объяснение: Сирия нарушила договоренности, разрешив турецким силам там разместиться. Проще говоря, Иерусалим впервые в открытую запретил Анкаре находиться на сирийской территории, которую та считает своей зоной влияния. Вот что еще заявил Нетаньяху по этому поводу. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на планы Турции разместить военную базу в Сирии на аэродроме недалеко от Алеппо заявил, что Израиль не допустит усиления турецкого военного присутствия в регионе. «Мы не допустим размещения турецких военных баз, направленных на юг, поскольку это представляет угрозу для нас. Мы четко донесли свою позицию. Сейчас мы видим, что Турция намерена разместить военную базу в аэропорту к югу от ее границы, недалеко от Халеба, и мы передали сообщение. Я могу его сформулировать как «не делайте этого». Сообщение было передано? Да, сообщение было передано, но, видимо, его не услышали, поэтому мы постарались, чтобы его поняли лучше. Кроме того, турецкие СМИ сделали сенсационное заявление. Оказывается, турецкие радары обнаружили израильские боевые самолеты, которые наносили удары по аэропорту в Идлибе. Израильские самолеты приблизились к границе Турции на расстояние всего нескольких минут полета, после чего развернулись и ушли обратно, не заходя в турецкое воздушное пространство. Таким образом, израильская авиация фактически дошла до турецкой границы, но пересекать ее не стала. Тут важно отметить, что по утверждению израильских экспертов, Израиль готов к возможному вооруженному противостоянию с Турцией на территории Сирии. По данным израильских источников, руководство страны исходит из того, что статья 5 Североатлантического договора о коллективной обороне не распространяется автоматически на турецкие силы и военные объекты, расположенные за пределами территории Турции. Как утверждается, израильская разведка располагает информацией о планах Анкары разместить в Сирии тяжелые вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны. Израиль, в свою очередь, намерен не допустить появления таких систем в Сирии и, как утверждается, готов задействовать для этого всю имеющуюся военную мощь. Помимо этого, Сирия публично подтвердила наличие ядерных материалов, оставшихся от режима Асада. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что на незадекларированном объекте обнаружены тонны ядерных материалов, которые могут быть использованы во вредных целях. Сирия уведомила агентство и предоставила инспекторам доступ, однако заявила, что материалы останутся под ее контролем. Они связаны с реактором Аль-Кибар, уничтоженным Израилем в 2007 году. Из-за этого Израиль, скорее всего, будет добиваться того, чтобы эти материалы в дальнейшем не были использованы или обогащены. Для Эрдогана это звонкая пощечина. Он привел Ахмеда аш-Шараа к власти, поддерживает и вооружает Дамаск, а теперь его союзник получает удары от страны, с которой у Турции формально мир. Причем Израиль не наносил ударов в глубине Сирии с июля 2025 года, поэтому это выглядит как прямой сигнал Анкаре. Эрдоган, скорее всего, промолчит. Вступать в прямое противостояние с израильскими военно-воздушными силами для Турции крайне рискованно, а рассчитывать на поддержку Трампа в такой ситуации вряд ли стоит. В свою очередь, посол Соединенных Штатов Америки в Турции Том Барак заявил i24 News, что удар по авиабазе Абу-эд-Духур создал реальный риск прямого военного столкновения Израиля и Турции. По его словам, турецкие силы не знали о целях израильских самолетов и могли поднять истребители, решив, что атакуют их. Барак назвал ситуацию серьезной, отметив, что, к счастью, никто не погиб и дальнейшей эскалации удалось избежать. В свою очередь, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил: Эрдоган втягивает Турцию в опасные авантюры в Сирии. Израиль не позволит никому угрожать своей безопасности. Эрдогану лучше продолжать произносить пустые фантазерские речи против Израиля в турецком парламенте и не подвергать испытанию решимость Израиля защищать себя. Начальник генерального штаба Израиля Эяль Замир, посетивший территории на юге Сирии, контролируемые Израилем, заявил: «Мы не позволим враждебным силам размещаться у наших границ». В то же время из Израиля звучат и противоположные заявления. Бывший член израильского Кнессета Яир Галан заявил: «Нападение в Сирии – это провокационный и опасный шаг, который приближает нас к конфронтации с Турцией и углубляет раскол с нашими союзниками, прежде всего с Соединенными Штатами».
В очередной раз военная сила используется в политических целях, и в очередной раз Израиль расплачивается за это в сфере безопасности. Нетаньяху в очередной раз доказывает, что он экстремист и ненадежная фигура, на которую мы не можем полагаться и уж точно не можем строить с ней стабильную региональную стратегию. Таким образом, он подрывает доверие к Израилю, отдаляет нас от партнеров и союзников. Израилю нужно руководство, которое умеет использовать власть для обеспечения безопасности, а не для развязывания очередной войны ради политического выживания. Министерство обороны Турции в свою очередь заявило: «Мы заявляем, что ни до, ни во время нападения Израиля на авиабазу Абу-аль-Духур там не было турецкой военной делегации». Министр иностранных дел Сирии Шейбани, комментируя удар Израиля по Абу-Духуру, заявил: «Не было намерения создавать там турецкую базу, обеспечивать постоянное присутствие турецких военных или размещать турецких солдат в регионе. На базе не было никакого наращивания турецкого военного присутствия, которое могло бы оправдать такую интерпретацию». Фактически база была в значительной степени пуста, она еще не была полностью восстановлена или введена в эксплуатацию, и работы там все еще находились на стадии восстановления. Поэтому связь нападения с присутствием турецких военных на базе не подтверждается текущей ситуацией на месте. Источник Axios. Израильский полковник в отставке Амир Ной заявил: если новая сирийская армия будет создана под турецким влиянием, и это влияние распространится на Ливан, Израиль может столкнуться со стратегическим пространством, направленным против него со стороны Турции на севере и востоке. Вовсе не обязательно представлять себе турецкие танки на границах Израиля. Ось Анкара-Дамаск-Бейрут – это сценарий, к которому Израиль должен готовиться. Израиль должен создавать новые альянсы в противовес оси Анкара, Эр-Рияд, Исламабад. В противовес ей мы должны сформировать линию Вашингтон, Нью-Дели, Афины, Никосия, Каир, Амман. По возможности следует также выстраивать новые партнерства в Латинской Америке. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подтвердил поддержку Сирии по вопросу Голландских высот. Во время встречи с сирийской делегацией в Исламабаде Шариф заявил о неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Сирии. Стороны также обсудили расширение политического, оборонного и торгово-экономического сотрудничества, а также возможное возобновление прямого авиасообщения между двумя странами. И в конце скажем, что этот инцидент показывает: Израиль не позволит Турции установить контроль над Сирией. Это очень серьезный шаг, который также несет в себе большой риск возникновения регионального конфликта. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и Ближнего Востока.